Всем привет! Сегодня я продолжу свою рубрику «Лучшие игры на Nintendo» и представлю вашему вниманию свой хит-парад лучших игр на NES, вышедшие или портированные на данную игровую консоль в 1984 году. Мультипарадное обеспечение Famicom впервые дебютировало в Северной Америке в аркадах в виде Nintendo VS. Успех системы в аркадах в 1984 году проложил путь к официальному выпуску консоли NES. После краха видеоигр в 1983 году многие американские ритейлеры сочли видеоигры переходящей причудой и значительно сократили или даже прекратили продажу игровых консолей. Между тем, индустрия игровых автоматов также пережила спад, поскольку золотой век аркадных видеоигр подошел к концу, но аркады смогли восстановиться и стабилизироваться с помощью новой системы программного обеспечения. Президент компании Nintendo Хироси Ямаути понял, что в Северной Америке все еще существует рынок видеоигр, где геймеры постепенно возвращаются в аркадные залы в значительном количестве. Ямаути все еще верил, что для Famicom есть рынок, поэтому он решил представить его в Северной Америке через аркадную индустрию. Nintendo разработала VS, это система с тем же оборудованием, что и Famicom, и представила ее как преемник своей аркадной системы Nintendo Pack, которая использовалась для таких игр, как Donkey Kong и Mario Bros, хотя технологически слабее, чем более мощное аркадное оборудование Nintendo VS. Система также смогла предложить более широкий выбор игр, благодаря возможности легко переносить игры с Famicom. После выпуска VS-система вызвала ажиотаж в аркадной индустрии, получив похвалу за ее простоту преобразования, доступность, гибкость и многопользовские возможности. VS дала Nintendo уверенность в том, что она выпустит Famicom в Северной Америке в качестве игровой консоли, которая позже будет называться Nintendo Entertainment System, или сокращенно NES. Сильная положительная репутация Nintendo в аркадах вызвала значительный интерес к NES, что также дало Nintendo возможность протестировать новые игры в качестве VS. Программная стратегия Nintendo заключалась в том, чтобы сначала выпустить игры на Famicom, затем для VS, а затем для NES. И это позволило Nintendo создать прочную стартовую линейку для NES. Многие игры дебютировали в Северной Америке на VS перед выпуском на NES. Это привело к тому, что многие игроки были поражены точностью аркадных портов для NES. Ну что ж, давайте посмотрим на пятерку моих лучших игр на NES, выпущенных в 1984 году. И открывает мой топ игра Galaxian, разработанная компанией Namco в октябре 1979 года для аркадных автоматов. Игра стала очень популярной сразу после ее выхода, а в 1984 году, так же как и большинство игр, была портирована на NES. Игровой процесс является достаточно простым. Игра представляет собой фиксированный шутер, в котором игрок управляет космическим кораблем, который движется влево и вправо внизу экрана. Волна за волной армии пришельцев атакуют корабль игрока. На экране одновременно может присутствовать только один снаряд, выпущенный вашим кораблем. После того, как игрок побеждает одну волну, на следующем экране она сменяется новой, более агрессивной и сложной. Тем временем на заднем фоне прокручивается простое, повторяющееся звездное небо. На четвертом месте моего топа Natsen Milk, двухмерная компьютерная видеоигра в жанре платформера головоломки, выпущенная японской компанией Hudson Soft в 1984 году. В этой игре игроку просто нужно перемещаться по различным уровням, попутно собирая фрукты. Собрав все фрукты, игрок получит доступ к ранее закрытой двери дома, за которой находится невеста Милка, которую зовут Йогурт. Когда главный персонаж соприкасается с невестой, они переходят на следующий уровень, чтобы начать процесс заново. Третью строчку моего топа занимает Exit Bike, гоночная видеоигра, вышедшая в Японии в 1984 году для игровой консоли Famicom. Игра представляет собой аркадный мотокросс с видом сбоку. В игре доступно два режима: заезд в одиночестве, либо с компьютерными соперниками. Игрок управляет мотоциклом путем двух скоростных режимов. Лавируя между этими двумя режимами, игроку требуется пройти квалификацию, заняв место не ниже третьего. Чтобы приехать первым, игроку необходимо проехать трассу на 8 секунд быстрее времени третьего места.
Второе место моего топа занимает игра, представляющая собой лабиринт, коридоры которого заполнены точками. Задача игрока, управляя Пакманом, съесть все точки в лабиринте, избегая встреч с привидениями, которые гоняются за героем. В начале каждого уровня призраки находятся в недоступной Пакману прямоугольной комнате в середине уровня, из которой они со временем освобождаются. Если привидение дотронется до Пакмана, то его жизнь теряется. Призраки и Пакман возвращаются на исходную позицию, но при этом прогресс собранных точек сохраняется. Если при столкновении с призраком у Пакмана не осталось дополнительных жизней, то игра заканчивается. Всего в лабиринте находится 240 маленьких точек и 4 большие, известные как энерджайзеры. За маленькую точку дается 10 очков, а за энерджайзер 50. Таким образом, в общей сложности все точки в лабиринте стоят 2600 очков. При съедении Пакманом энерджайзера призраки в лабиринте на некоторое время входят в режим испуга, и их можно съесть посредством столкновения с ними. После съедения всех точек начинается новый уровень в том же лабиринте. Итак, первую строчку моего топа занимает игра, которая понравится любителям гонок и высоких скоростей. Это хороший симулятор Формулы-1. На ваш выбор несколько видов трасс и 3 уровня сложности, а вот выбрать гоночный болид не получится, он здесь всего один. На прохождение трассы дается совсем немного времени, так что вам следует как можно точнее входить в крутые повороты и избегать столкновения с соперниками. После набора скорости около 220 км в час можно переключиться на повышенную передачу кнопкой вниз, не отпуская при этом кнопку газа. Графика и звук в игре на очень хорошем уровне, а управление гоночным болидом удобное и не вызывает проблем. На этом топ-5 игр, выпущенных и портированных на NES в 1984 году, закончен. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!